Добрый день, дорогие друзья! Сегодня в обзоре часы ProTrack Casio PRG 270. Поставляется в такой коробке, очень плотно подогнанная из вторсырья какого-то. Внутри лежит рекламка с кратким описанием всех таких основных функций. Не буду сейчас зацикливаться на этом. Непосредственно часы. Значит, часы, как все протреки, крупные, толстые, корпус 47 миллиметров в диаметре, толщина 16 миллиметров, задняя крышка нержавейка, логотип ProTrack. Видно, что часы сделаны в Таиланде, водозащищенность 100 метров, минеральное стекло. Корпус из пластика, ремешок каучуковый или пластиковый, ну, в общем-то, такое. Теперь вкратце о функциях. Ну, сначала основные функции обозреем, то есть режим времени. В этом режиме указывается текущее время, и также вверху указывается месяц и число, 11 месяц, 3 число. Внизу есть небольшой индикатор заряда батареи аккумуляторной. Буквочка М показывает о том, что у нас средний заряд, соответственно L низкий и H высокий. Батарея подзаряжается от источника света, в первую очередь от солнечного света дневного, но в том числе и от любого источника света и искусственного освещения тоже. Дальше смотрим. Значит, режимы. Режим восхода и захода солнца, то есть в данном случае крупные цифры посредине циферблата указывают время восхода солнца в той местности, которую мы при настройке указали. Нижние цифры указывают время захода солнца. Дальше. Режим записи, к нему чуть попозже вернемся. Режим секундомера. Секундомер, в общем-то, достаточно простой. Вот эта нижняя кнопка, это кнопка старт-стоп. То есть первый режим, просто каждое нажатие это старт-стоп. То есть нажали, включили, нажали, остановили, снова включили, снова остановили, сброс. Второй режим, режим с промежуточным результатом. Нажали, остановили, промежуточный результат посмотрели, при этом секундомер продолжает работать. Отжали, как видно, секундомер работает. И окончательно зафиксировали последний результат, сброс. Дальше таймер. Таймер, в общем-то, тоже функция обычная. Выставляем нужное время, запускаем, по окончании звучит сигнал. Будильник, 5 будильников, тоже распространенная функция. Дальше. Мировое время. Мировое время, в данном случае часовой пояс Афин установлен. Если мы хотим посмотреть, какое текущее время в другом городе, просто смотрим, соответственно, Иерусалим, Москва 18 часов. Не знаю, Кабул 19 с чем-то и так далее. Дели 20:53. Вот. Возврат в режим времени. Справа есть кнопки прямого доступа к функциям дополнительным. То есть вот эта кнопка, это кнопка компаса. Нажатием получаем результат. То есть цифры показывают азимут, и верхние буквы показывают в англоязычном варианте направление. То есть И это East в данном случае. Если повернем, соответственно, что там у нас? West, Northwest и так далее. Вот. Ну, плюс еще дополню, часы только из коробки, они не калиброванные. То есть вот в данном положении они должны показывать на север, ну, небольшая погрешность есть. То есть часы нужно калибровать. Дальше режим барометра с графиком предыдущих показаний вверху. Точечный график показывает тенденцию давления. Как видно, давление вначале росло, а в последнее время снижалось. То есть 1006 гектопаскалей. Внизу виднеется температура 27,1 градуса Цельсия. Сразу скажу, что в данном случае температура завышена, потому что датчик температуры учитывает
то, что часы в руке. То есть для того, чтобы получить более-менее соответствующие показания, нужно часы положить для того, чтобы тепло рук не влияло на датчик. Ну и плюс есть еще калибрация. Если у вас есть хороший прибор, который показывает правильную температуру, то возможно по нему выставить ту температуру, которая в данный момент находится в помещении или на улице, и дальше уже этот датчик будет показывать более-менее правильную температуру. И третья функция дополнительная — это альтиметр. В данном случае он тоже не калиброванный, показывает 60 метров над уровнем моря. Тоже его нужно калибровать, потому что там, где я нахожусь, я знаю, что 155 метров над уровнем моря. Калибровать я не буду, потому что достаточно длительная процедура. Хочу сразу сказать, вот к часам идет вот такая инструкция. Вот толщину можете оценить сами. Соответственно, очень много функций, все они там описаны, и очень много возможностей. Поэтому, если хотите подробней узнать о всех возможностях, все-таки лучше почитать полную инструкцию, а в данном обзоре такая задача не стоит. Еще сразу хочу сказать, что альтиметр показывает не высоту как таковую, альтиметр привязан к показаниям датчика давления. Как известно, с ростом высоты давление снижается, и, соответственно, часы учитывают это как подъем на высоту. Соответственно, находясь даже в одном месте в квартире, вы можете с удивлением обнаружить, что сегодня показывает, допустим, 60 метров над уровнем моря, а завтра может показывать 150 или там 80, не знаю. То есть, а на самом деле все зависит только от погоды. Если погода стала лучше, соответственно, давление стало выше, то часы восприняли это как рост высоты над уровнем моря, хотя, конечно же, они нигде не находились. Поэтому корректные показания все-таки остаются они правильными или корректными для этих часов в пределах погоды, ну, то есть в тот момент, когда погода не изменялась сильно, то есть как бы вы начали восхождение на гору, и за это время не произошло кардинальных изменений погоды, тогда часы будут, скажем так, сравнительно корректно показывать погоду. Вот. Не погоду, а сравнительно корректно будут показывать высоту над уровнем моря. Да, покажу сейчас, как часы смотрятся на руке. Часы очень солидные, крупные для любителей туризма или для casual или туристического стиля, или там, не знаю, весьма подойдут. Вот так вот на руке часы смотрятся сбоку тоже. Вот. Да, еще сейчас хочу показать подсветку. Для подсветки существует отдельная кнопка. Подсветка очень яркая. Спасибо за внимание.